Поединок алхимиков с Гухэ закончился победой Ся Яня. Спустя месяц с тех пор, как Гухэ объявил о присоединении к залу пилюль, Ся Янь, которому уже нечем было заняться, наконец получил сообщение из Империи Чуюн. Он взял письмо и раскрыл его. Выражение парня кардинально изменилось. Появился человек из Дворца Душ. «Приходи сюда быстрее». Убийственное намерение вспыхнуло в его темно-черных глазах. Ненависть к данной организации буквально впечаталась в его кости. А все потому, что двое самых близких ему человека захвачены членами той организации. Он уже давно хотел найти хоть какие-то следы зала душ. Ся Янь снова собирается покинуть Империю Дзяма. Он нашел Цзиянь, а затем они направились к горному хребту волшебных зверей. Ся Янь опасался экспертов Дворца Душ, поэтому он обязан собрать своих помощников, чтобы отправиться в Империю Чуюн. А лучшим выбором станет Медуза. Сейчас она находилась в уединении, поэтому Ся Янь встретился с первым командиром змей-людей. По силе тот уступал лишь Медузе и должен был стать ее мужем, если бы не Ся Янь. Конечно, их встреча началась с сильнейшей атаки командира змей-людей, но неожиданно его удар отразила маленькая Цзиянь. Затем, спустя 10 минут, появилась королева Медуза. Цзиянь с радостью подбежала к Медузе и заключила в объятия. Цайлинь погладила маленькую девочку по голове и тепло улыбнулась. Чрезвычайно редкая улыбка их главы повергла первого командира в шок, когда он увидел ее выражение. Ся Янь рассказал, зачем пришел. Он хотел заручиться помощью Медузы, так как Сяо Исянь прислала сообщение, что обнаружила следы присутствия зала душ в Империи Чуюн. По сути, с его помощниками теперь даже протектор Ву им не страшен. Ся Янь уже успешно продвинулся к классу Императора. Кроме того, сейчас рядом с ним будет не только Медуза и Цзиянь, но и Сяо Исянь, мощь которой не уступает Медузе. Их группу можно считать весьма могущественной даже с точки зрения всего континента. 2 элитных предка и 2 императора. Цайлинь практически сразу же согласилась. Она разобралась с делами клана и покинула свое племя вместе с Ся Янем и Цзиянь. Они полетели к границе и довольно быстро были уже на территории Империи Чуюн. Эта империя была даже больше, чем Дзяма. Мастера яда здесь находились практически на каждом углу. В каждом городе можно было встретить человека, одетого в форму мастера яда. Здесь можно встретить особую ядовитую доуци, когда человек впитывает в себя ядовитую воду и тренируется, пока яд медленно не проникнет внутрь тела и перемешается с его доуци. В целом, Империя Чуюнь намного опаснее и хаотичнее, нежели Империя Дзяма. Прибыв во владение ядовитой фракции, группа Ся Яня встретилась с Сяо Исянь. Она рассказала, что тот самый эксперт из Дворца Душ снова пришел к ней, когда она вернулась после окончания войны в Империю Чуюнь. Однако он немного рассвирепел, потому что Ся Исянь не схватила Ся Яня, как тот просил. После небольшого спора он ушел, но Сяо Исянь постепенно отыскала его след. Он обладает силой равной или больше, чем Сяо Исянь, но втроем они смогут с ним справиться. Он имеет какие-то связи с вратами 10-тысячного Скорпиона. И это одна из немногих фракций, которую Сяо Исянь не смогла покорить в Империи Чуюнь из-за ее сильного старейшины. Когда она готовилась уничтожить эту фракцию, то в результате побеспокоила его, пока тот находился в уединении. Она обменялась с ним несколькими ударами. Он и правда крайне проблемный соперник. Получается, чтобы добраться до человека из Дворца Душ, необходимо сразиться с вратами 10-тысячного Скорпиона. Конечно, Ся Янь с друзьями помогут в этой битве. Тот старик из врат Скорпиона находится на уровне предка 3 звезд, а его навыки яда весьма жестоки. Последние несколько лет он находился в уединении и тренировался. Того старика зовут Себи Янь. В прошлом Медуза с ним обменивалась ударами, но тогда он был на уровне Императора. Хайбодон тоже сражался с ним раньше, но проиграл. С другой стороны, Дзя Синтянь несколько раз брал над ним преимущество во время схваток. К сожалению, Себи Янь теперь предок, а не Император. Ся Исянь направилась сильнейшими экспертами к горному хребту Небесного Скорпиона. Целая армия солдат пробивалась к вершине горы. Здесь Ся Янь, Медуза и Цзиянь также помогали в битве. На вершине показался глава фракции врат Скорпионов – Сешань. Туман забурлил, и из него выскочило множество человеческих фигур. Ся Янь прошелся взглядом по появившимся экспертам врат 10-тысячного Скорпиона. Немного удивления возникло у него на душе. Он не ожидал, что в целом их сила нисколько не будет уступать силе экспертов ядовитой фракции. Сегодняшняя битва наверняка будет немного опасной, подумал Ся Янь. Впереди был глава Сешань. Позади него стояло 5 стариков, что обладали силой уровня Императора, а за ними уже стояла группа экспертов уровня королей. Их оказалось не менее десятка. Подобный состав и правда мог сдержать нападавших. Ся Исянь не стала тратить время и просто взмахнула руками. Необычный плотный столб доуци выстрелил вперед нее. Он пересек воздушное пространство и обрушился на группу Сешаня. Тот же объединил силы с 5 императорами и остановил атаку Сяо Исянь. Когда же она направила вторую атаку, перед ними показался немного сгорбленный старик с седыми волосами.
Это был Себиянь, уровня предка. Он с легкостью отразил удар Сяо Сянь. Нас снова ждет интересная битва. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, получится ли отыскать этого эксперта из Дворца Душ в фракции Враг Скорпиона. Подписывайтесь на канал и всем пока.